Звук разбитого стекла нарушил утреннюю тишину, но не снаружи, а внутри просторного дома в Сиэтле. На верхней лестнице стоял Эдвард Брукс, 45 лет, аккуратно одетый, с темными кругами под глазами. Он держал кружку кофе как единственную опору для собственного спокойствия. Внизу его дочери-близнецы, Мэдисон и Вивьен, метались по гостиной, бросая подушки, смеялись громко и рисковато, смех, который не согревает, а ранит. Дом с панорамными окнами и идеально подстриженными газонами выглядел живым снаружи, но внутри был пустым. В суете мимо пробежала горничная в бежевом фартуке, тихо ругаясь и вытирая слезы. Она была 17-й сотрудницей, кто ушел в этом году. Эдвард опустился в кресло в кабинете и безжизненно смотрел на семейный портрет. Бывшая жена, Шарлотта, всегда с холодной улыбкой. Он чувствовал, что деньги не могут купить покой. На другом конце города Джулия Харпер просыпалась в скромной комнате с трещинами на стенах. Каждый день она начинала с молитвы, сжимая в руках свои усталые пальцы. Просила сил на один день и хотя бы крошку улыбки. Рабочий автобус вез ее в богатый район Сиэтла, где она впервые переступала порог особняка Бруксов, резкий запах чистоты и порядок которого давили своей стерильностью. Эдвард изучал ее скромное резюме с сомнением, но что-то в спокойной уверенности Джулии заставило его дать ей шанс. С этого утра дом начал меняться. Джулия начала с того, что можно было спасти: полы, посуда, заброшенные уголки. Она была спокойной, терпеливой и тихо напевала старые молитвы. Сначала близнецы пытались ее вывести из себя мелкими пакостями, но ее спокойствие было непробиваемым. Постепенно смех девочек стал мягче, и стены, некогда холодные и пустые, начали оживать. Эдвард впервые заметил это. Вечерняя кухня, ее мягкий голос, свет, отражавшийся в ее усталом, но спокойном лице. Дом начал наполняться жизнью, не деньгами, а теплом и заботой. Но прошлое не отпускало. Шарлотта появлялась снова и снова. Ее улыбка и дорогие подарки мешали новой гармонии. Она пыталась посеять сомнения, но Джулия оставалась тихой и непоколебимой, отвечая только любовью и заботой, а не гневом. Когда однажды исчезла семейная реликвия, напряжение достигло пика. Джулия оказалась обвиненной, но ее честность была безупречной. Эдвард понял всю глубину ее терпения и силы. Дочери молились за нее, и в доме, где часы долго стояли на месте, стрелки снова начали двигаться. Эдвард, наконец осознавший ценность настоящей заботы и любви, отправился к Джулии. Она встретила его спокойно, с мягкой улыбкой, но с твердой границей доверия. Прощение возможно, но доверие нужно заслужить. Девочки обняли ее, и дом вдохнул жизнь вновь. С тех пор особняк в Сиэтле больше не был пустой оболочкой. Он дышал вместе с Джулией и детьми. Смех и молитвы наполняли его комнаты. Эдвард тоже учился вниманию к сердцу, а не к внешнему блеску. Истинное богатство пришло вместе с заботой, терпением и верой в человеческую доброту. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.